После долгого периода дистанции Армения и Израиль, похоже, наконец начинают сближение. Осторожное, но вполне осязаемое и уже отражающееся в дипломатических шагах двух стран. 26 ноября в Иерусалиме состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Армении Ваана Костаняна с генеральным директором МИД Израиля Эденом Бар-Талем. Стороны подчеркнули готовность к активизации сотрудничества между Арменией и Израилем, уделив внимание политической и экономической повестке, а также обменявшись оценками ситуации на Южном Кавказе и на Ближнем Востоке. В ходе визита прошли 12-е политические консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран, где в качестве приоритетных направлений развития были выделены высокие технологии, медицина, сельское хозяйство и туризм – сферы, которые стороны считают наиболее перспективными для взаимного взаимодействия. Отметим, что днями ранее, 24 ноября, Костанян провел встречу в Никосии с переговорщиком греко-кипрской стороны Менелаосом Менелау. Особый акцент был сделан на необходимости тесной координации между Арменией и Кипром и на важности регулярного политического диалога. Греческий Кипр при этом остается одним из ключевых союзников Израиля в Восточном Средиземноморье, что формирует многослойный контекст региональных коммуникаций Еревана. Примечательно, что почти одновременно, на фоне армянского визита в Иерусалим, в Азербайджан прибыл начальник управления оборонных исследований и разработок израильского Минобороны, генерал Дани Голд. Стороны отметили высокий уровень сотрудничества в военно-технической сфере. Визит Голда демонстрирует намерение Баку и Иерусалима не только поддерживать текущий формат взаимодействия, но и расширять его в области более сложных и высокотехнологичных систем. Мафат, который он возглавляет, играет центральную роль в разработке передовых оборонных решений Израиля. Дани Голд считается ключевым инициатором проекта Iron Dome и обладает 2 докторскими степенями в области электронной инженерии и управления технологиями, что подчеркивает уровень экспертизы, с которой Израиль подходит к совместным проектам. Для Азербайджана вовлечение таких структур означает дальнейшую модернизацию его оборонных возможностей. На фоне всех этих дипломатических контактов усиливаются тревоги, зафиксированные в израильских медиа. По данным иранских СМИ, одно из израильских изданий выразило серьезную обеспокоенность быстрым восстановлением военного потенциала Ирана и групп, входящих в так называемую «ось сопротивления» после недавней 12-дневной войны. Отдельно отмечается усиление Хизболлы, которая, по мнению авторов, продолжает развивать возможности быстрее, чем израильская армия способна наносить ей удары. Издание Jerusalem Post, ссылаясь на данные разведки, пишет: представители израильской разведки недавно сообщили Комитету по иностранным делам и обороне Кнессета, что Хезболла перевооружается быстрее, чем армия обороны Израиля способна наносить ей удары. В публикации подчеркивается, что возможный новый раунд противостояния между Тегераном и Тель-Авивом может оказаться значительно более опасным и разрушительным, чем предыдущий. Параллельно иранские источники сообщают о заявлении Тегерана относительно расширения присутствия Ирана на глобальной арене. По их данным, Иран активно наращивает потенциал своих сил на суше и на море. Было подтверждено отправление 103 военно-морских групп в международные воды, и несколько из них уже находятся в состоянии повышенной готовности. Представители ВМС подчеркивают, что эти действия соответствуют морской доктрине аятоллы Хаменеи и отражают стремление Ирана расширять свое влияние далеко за пределы региона. Тегеран также заявляет, что санкции не оказывают сдерживающего эффекта на деятельность флота, а модернизация от новых кораблей до систем на базе искусственного интеллекта ведется при поддержке иранских научных центров. Информационные источники отмечают, что один высокопоставленный американский чиновник заявил о переводе Израиля в состояние повышенной готовности в связи с возможной атакой Ирана. В регионе продолжают развиваться и другие процессы. Times of Israel со ссылкой на арабского дипломата сообщает, что Турция готовит миротворческие силы для возможного размещения в Газе. При этом американские чиновники, по словам источника, пока относятся к этим инициативам сдержанно.
Американцы пока относятся к туркам холодно. Изменится ли это? Может. Я думаю, что вероятность этого невысока. Дипломат подчеркнул, что Анкара уже начала военную подготовку для подобного сценария, рассчитывая, что в условиях медленного формирования международных сил стабильности США в определенный момент могут оказать давление на Израиль с целью допуска турецкого контингента. Отметим, что параллельно ситуация в Сирии также остается напряженной. По сообщениям местных источников, практически во всех районах, где проживают национальные и религиозные меньшинства, проходят демонстрации и выступления. В Латакии, в прибрежной зоне, активизировались протесты алавитов, требующих децентрализации и реформирования государственного устройства. Накопившееся недовольство поднимает вопрос о необходимости институциональных изменений, которые давно обсуждаются внутри сирийского общества. Ранее отмечалось, что правительственные силы Сирии проводили погромы не только в алавитских кварталах, но и в армянских кварталах города. Однако, по данным местных армянских представителей, среди армян на данный момент нет пострадавших. На фоне сохраняющейся напряженной ситуации в Сирии, региональное внимание постепенно смещается к дипломатическим процессам на Южном Кавказе, где продолжается обсуждение армяно-азербайджанских отношений. В этой повестке премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь подчеркнул важность диалога в процессе нормализации отношений. По его словам, несмотря на взаимные визиты экспертных групп, риторика сторон остается неизменной, что связано с отсутствием полноценного переговорного процесса. В том числе и из-за отсутствия диалога жители Армении видят, что в выступлениях азербайджанцев ничего не меняется, а азербайджанцы, по их оценке, видят, что в выступлениях армян ничего не меняется. 37-летний конфликт невозможно изменить в результате 2 встреч 5 экспертов. Для этого должен быть процесс. Эти заявления вызвали реакцию Владимира Погосяна, бывшего советника начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении, который отметил: «Пашинян должен понять, что вопрос не в процессе. Вопрос в видении глубокой стратегической концепции переговоров на основе паритета и взаимовыгодных условий, а не в односторонних уступках, шантаже и угроз». Существующие эксперты пока не обладают достаточной подготовкой. Погосян подчеркивает необходимость выработки долгосрочной стратегии, определения национальных интересов и создания многоуровневой системы достижения целей, указывая, что ситуация для Армении остается сложной. На фоне всех этих процессов Россия также обозначила свою позицию. Владимир Путин, комментируя отношения Москвы и Еревана в контексте ОДКБ, заявил: «Это их выбор, мы в контакте с ними», отметив, что Москве известна позиция Армении, которая формально остается членом организации, но пока воздерживается от участия в заседаниях. Все эти события формируют сложную и многослойную региональную картину, где дипломатические инициативы переплетаются с военно-техническим сотрудничеством, а локальные кризисы оказываются вплетены в более широкий контекст противостояний и попыток переформатировать архитектуру безопасности в регионе. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на Регньюз, чтобы не пропускать самые актуальные и важные новости мира и нашего региона.